Доброго времени суток, дорогие мои подписчики. Я очень рада встрече с вами. Я рада каждому подписчику, каждому посетителю своего канала. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Меня это очень радует, вдохновляет. И сегодня я снова буду готовить мучное блюдо. Называется оно орама, но уже буду готовить его в мантоварке. Орама — это такое блюдо, когда ты затрачиваешь минимум времени, минимум продуктов, но оно получается нереально вкусным, сытным. И я так думаю, что по крайней мере, мужчины моего дома очень любят это блюдо. Для начала я замешу тесто. Я беру муки. Сегодня я буду готовить немного, потому что у нас основной состав семьи сегодня в разъездах, поэтому я взяла 250 грамм муки, одно яйцо, чайную ложечку соли и ложечку майонеза. Так. Я замешиваю тесто. Обычно я делаю на ораму, которую готовлю в мантоварке, тесто более мягким, более эластичным. А когда на сковороде готовлю, я его делаю более крутым, потому что оно когда наливаешь воду, чтобы оно не расползалось. Вот. А здесь будет тесто чуть мягче. Я вам покажу, какое оно по консистенции будет. Вот. Так, вот я замесила тесто. Вот такое оно у меня получилось. Мягенькое, хорошее. Вот. Катать его будет легко. Вот. Вот, смотрите. Такое тесто получилось. Вот. Теперь я его положу в пакетик, чтобы оно отдохнуло. И примусь за начинку. Для начинки я взяла 500 грамм фарша говяжьего, не очень жирного, потому что мы будем делать подлив к этой ораме из помидор, лука, и обжаривать это все будем на масле. Поэтому я взяла нежирный фарш, одну картошку, лука. Лука я взяла здесь побольше, но в фарш я буду только 2 луковицы добавлять. Крошить будем мелко, чтобы когда варилось, все успело провариться. Вот таким образом я режу картошечку. Я люблю вообще готовить изделия из муки, поэтому на моем канале будет больше мучных изделий. Вот такую картошечку покрошить. Смысл орамы заключается в том, что туда кладут все. Можно ложить перец болгарский, можно ложить морковку, все намешать, а потом завернуть все это в тесто и поставить варить. Это смысл орамы, но так как у нас особо семейные не питают любовь к перцу, там, картофель, там, тыквам,
Я кладу только картошку, лук, соль, солю по вкусу, перчу по вкусу. Все. И на этом я останавливаюсь. Конечно, я как-нибудь вам приготовлю настоящую ураму. Она называется ханум. В нее в начинку кладут фарш, картошку, лук, морковку. Некоторые даже умудряются помидоры положить. Но я помидоры, конечно, ложить не буду, потому что вареные помидоры я и сама не люблю. Вот. И лук также мелко крошим вот такими мелкими кубиками. Покрошим 2-3 луковицы, остальное оставим на подвиг. Подлив я вам объясню, как я готовить буду. Потом покажу, когда он уже приготовится. Вот я все накрошила, все положила в одну посуду. Теперь я добавляю соль. Да, соль надо добавлять по вкусу. Я на такой объем добавила чайную ложечку. Теперь я хорошо все переминаю. В ураме не надо, чтобы как в котлетах все отбивать, перебивать. Надо просто перемешать хорошо все. Вот. Вот такой фарш у нас получился. Я добавила соль, перец. Теперь я буду катать тесто. Оставим фарш, чтобы он просолился хорошо. Я смотрю сейчас, что он у меня совсем плотный. Я добавлю сюда 1-2 столовых ложечки растительного масла. Вот я взяла растительного масла 2 столовых ложечки и добавлю в фарш. Что-то не очень нравится мне, что он не совсем жирный. Конечно, детям моим нравится такой, но чуть-чуть растительное масло не помешает. Будет только вкуснее. Вот такой фарш у меня получился. Вернее, не фарш, а начинка. Сейчас я буду катать тесто. Теперь я начинаю катать тесто. Катать буду тоненько. Даже тоньше, чем на бешбармак. Потому что оно будет в несколько слоев. И, конечно, между ними, между слоями будет начинка, но все равно, когда тесто тонкое, оно вкуснее получится. Когда тесто не сильно мягкое, ой, не сильно крутое, когда готовишь манты в мантоварке, ураму, тесто, когда не сильно крутое, оно не получается не таким резиновым. Поэтому я всегда делаю помягче и раскатываю тонко-тонко. Вот такое тесто я раскатала. Вы видите, рисунок просвечивает. Такое тоненькое тесто. Вот. Оно должно быть потоньше, потому что сейчас мы начинку положим и начнем его скручивать. И если тесто будет толстоватое, они будут невкусные. Ну, как бы вкусные будут, но зачем толстое тесто, если можно раскатать потоньше. Теперь я беру растительное масло и смазываю пласт. Буквально 2 столовых ложечки масла. И так смазываю.
Мой любимый метод смазывать таким образом. Вот, чтобы лишнего масла не оставалось. Все. Весь лист у меня равномерно промазан. Теперь я кладу начинку, распределяю ее по тесту. Начинки никогда много не бывает. Чем больше начинки, тем вкуснее урама. Сейчас я распределю, а потом остаток доложу. Вот. Теперь мы его будем вот так сворачивать. Вот таким образом. Оно будет у нас пухленькое, так как начинки хорошо я положила. И я думаю, что будет вкусно. Вы готовьте со мной, у вас тоже получится. И теперь вот так мы закроем вот эту часть. Все, вот он у нас получился. Наш урама или рулетик, как угодно. Кому как угодно, так и называйте. Важен результат. Будет все вкусно и аппетитно. Теперь мы берем форму от мантоварки и пытаемся перенести это наше творчество на мантоварку. Вот таким образом. Вот что у меня получилось. И сейчас я поставлю воду и поставлю вариться. Вариться будет минут 35-40. Потом мы его снимем. Я сейчас пойду делать подливку. Для подливки мне понадобится 2 помидора, лук. Я все это буду обжаривать и томить на медленном огне. Затем мы этой подливкой польем нашу красоту. У меня осталось чуть-чуть теста, чуть-чуть начинки. Я вот такую вертушку замутила. Вот, печь, испекать я ее буду в духовке. Сейчас я помажу сверху ее яйцом, чтобы красиво было, эстетично и красиво. А вкусно, я думаю, оно будет в любом случае. Вот. Если вам это понравится, я попробую это приготовить. Если это будет очень вкусно, я как-нибудь вам выдам видео о приготовлении такой вот вертушечки. Она должна получиться слоеная, потому что я ее закручивала, маслом смазывала. Будет интересно. Заходите, не стесняйтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот что у нас получилось. Это в духовочке мы запекли. Это вот из остатков теста. Смотрите, какая хрустящая. Завитушка или вертушка или что. Как назвать, не знаю. Но посмотрите, какой аппетитный вид. Если вам будет интересно, заходите ко мне на канал, подписывайтесь. И я выложу это видео. Я приготовлю его вместе с вами. Будет очень вкусно. Вот что у нас получилось. Красота какая. Я думаю, что вкусно. Сейчас я буду снимать и подавать. Вот какая красота, вкуснятина у нас получилась. Сейчас мы будем ужинать. Сейчас я вам покажу в разрезе. Получилось вкусно, красиво, эстетично. Ну а к нему мы приготовили салатик из квашеной капустки. Если вам интересно, я буду видео снимать, как я квашу капусту. Ну и добавила зелени. Так как кинзу у нас не любят многие в семье, я ее крошу для себя. Прочитав ее полезные свойства, я решила полюбить ее, хотя я ее тоже не любила раньше.